Привет, меня зовут Валерий, уже более 2 лет я работаю на фрилансе. Основные направления моей работы — видео и фотостоки, монтаж видео, и также я веду свой канал про Филиппины, так как уже почти 1,5 года я живу здесь. И сегодня я вам расскажу об одной интересной программе для монтажа видео, в которой я и сам работаю. Это CapCut. Я хочу с вами поделиться основами и особенностями работы в этой программе, чтобы уже после просмотра этого ролика вы смогли смонтировать свои потрясающие видео. А если вы уже знакомы с этой программой, то, возможно, узнаете для себя что-то новое. Так что поехали. Чтобы работать с этой программой, ее для начала нужно, естественно, установить на компьютер. Для этого вам нужно всего лишь зайти в свой браузер, написать в поисковой строке CapCut, можно выбрать сразу CapCut на ПК. И обратите внимание, нужно скачивать именно с официального сайта, потому что сейчас появилось много сайтов и программ-двойников CapCut, поэтому обратите внимание на сайт, вот он так должен называться, и скачивайте программу именно с него. Заходим на сайт, и нам сразу предлагается скачать программу. У меня программа CapCut уже установлена, поэтому я этот шаг пропускаю. Ну а вы после загрузки файла открываете этот файл и далее устанавливаете, как и любое другое приложение. Здесь трудностей не должно никаких возникнуть. Основные преимущества данной программы: первое, она бесплатна; второе, она доступна к изучению даже новичкам; и третье, при всем при этом она очень функциональна. Итак, программа у нас уже установлена на компьютер, соответственно, находим ярлык программы CapCut и запускаем. Программа открылась, и мы видим в нижней части это проекты, которые я уже делал. У вас пока что это поле будет пустым. Сверху находятся настройки программы. То есть, если программа у вас установилась на английском языке, вы хотите поменять язык, то это можно сделать здесь. То есть, нажать на вот этот значок настройки, верхний самый пункт, и здесь самый последний пункт будет язык. То есть, если у вас английский, можете поменять на русский, ну или либо другой какой-то язык. Выбираете в данном случае русский язык, нажимаете «Сохранить», и программа у вас будет на русском языке. В левой части здесь есть пространство, так называемые рабочие. Рекомендую создать свое пространство. Для этого нажимаете «Создать» и создаете свое пространство. У меня уже оно создано, вот Валерий. Здесь хранятся некоторые проекты. Ограничение этого хранилища бесплатно 5 гигабайт. Опять переходим на главную страницу и переходим, собственно, к созданию проекта. Чтобы создать проект, мы видим большую кнопку «Создать проект». Нажимаем его, и у нас открывается сама программа для монтажа. В левой части находится основное меню. Здесь мы будем добавлять файлы в наш проект, чтобы работать с ними. Также здесь находятся различные фильтры, текст, звук и так далее. К этому вернемся позже. Правее находится плеер, где будет предпросмотр нашего проекта. И правее подробности данного проекта. Здесь указано название, которое вы сможете изменить, указан путь сохранения проекта, соотношение сторон, оно обычно автоматически, то есть когда вы загружаете горизонтальное видео, соответственно, проект у вас тоже будет горизонтально 16:9 соотношение сторон. При желании это можно изменить, но можно оставить и так. То есть если вы хотите изменить какие-то параметры, то можно нажать «Изменить», и здесь вам будут доступны некоторые пункты к изменению. Здесь еще важный момент: если нажмете вкладку «Статистика», то желательно выбрать вот эту галочку «Прокси». Прокси-файл нужен для того, что когда вы добавляете файлы в свой проект, они, как правило, весят много, то есть это либо HD качество, либо 4К качество, то есть это тяжелый файл. Особенно если компьютер не сильно мощный и вы добавляете много файлов в проект, то программа может немножко подтормаживать, потому что большая нагрузка идет на обработку этих файлов. Но когда мы создаем прокси-файл, то эти файлы в нашем проекте, они сжимаются, и с ними легче будет работать при монтаже. Но при этом, когда вы экспортируете ваше видео, готовое видео сохраняете, на качество конечного видео это не влияет. Итак, чтобы импортировать файлы, мы нажимаем значок «Импортировать». Далее открывается ваш файловый менеджер. В моем случае я отобрал уже несколько футажей для примера. И чтобы их добавить в проект, мы можем либо выделять по одному их и добавлять, либо, если вы хотите добавить несколько файлов, зажав клавишу Ctrl, вы можете выделять несколько нужных вам файлов. Либо вы также можете просто выделить все ваши файлы и нажать Open. Соответственно, файлы добавляются в библиотеку этого проекта и появляются в этом окне. Вот обратите внимание, появился значок прокси. Это значит, что файл обработан, и теперь с ним спокойно можно работать при монтаже. Ниже у нас находится монтажная область Timeline, куда мы и будем помещать наши файлы. Для того, чтобы поместить файл на Timeline, нам нужно выбрать этот файл и перетащить его сюда. Давайте добавим еще пару файлов. Итак, файлы добавлены на Timeline. Что мы можем с ними делать? В первую очередь мы, конечно же, можем их обрезать. Есть несколько способов. Выделяем наш файл, он выделяется в такую белую рамочку. Если мы подводим курсор мышки к краю этого файла, то появляется такой значок с двойной стрелочкой. И теперь мы можем тянуть его влево, либо вправо, при этом укорачивая, либо удлиняя, соответственно, файл. Также это можно сделать с другой стороны. То есть потянуть вправо, влево, мы можем
укоротить до определенного момента, который нам необходим. Теперь более подробно рассмотрим рабочие инструменты в этой области. Вы видите здесь ряд инструментов и для чего они нужны. Давайте разберемся. Вот эти инструменты нужны для разрезания наших футажей. Вертикальный курсор, он показывает, в каком месте футажа мы сейчас с вами находимся. Если нам нужно разрезать наш футаж в каком-то месте, допустим, вот в этом, мы устанавливаем сюда курсор и нажимаем «Разделить». Теперь у нас получается два отдельных фрагмента, которые мы можем дальше редактировать, либо удалить один из них. Кстати, в CapCut еще удобно, здесь вот сверху, если посмотрите, здесь есть прям такая кнопка горячей клавиши. Нажимая, вы получаете доступ ко всем горячим клавишам, которые вы можете использовать при работе. Это очень удобно. Итак, мы разделили наш футаж. Теперь мы можем, нажав клавишу Delete, удалить соответствующий фрагмент, допустим, нам не нужно. Если вы случайно что-то удалили, то вы всегда можете нажать либо сочетание клавиш Ctrl-Z, это отменяет наше последнее действие, либо вот эту стрелочку назад, что тоже отменяет наши последние действия. Следующие клавиши на приборной панели также помогают нам обрезать наше видео. Например, вот этот значок удаляет все, что находится слева от нашего вертикального курсора. То есть, допустим, стоит у нас курсор сейчас здесь, и нажимая на эту клавишу, все, что было слева, оно автоматически удаляется. Это удобно. И следующий значок, соответственно, удаляет все то, что находится справа. То есть ставим курсор, нажимаем этот значок, и правая часть нашего футажа удалилась. Следующий интересный инструмент – это так называемое зависание. То есть, выбрав определенный футаж, вы нажимаете эту клавишу, и он в том месте, где находится у вас вертикальный курсор, добавляет статичный кадр. То есть, давайте посмотрим, у нас вот идет видео, потом мы добавили зависание, вот оно остановилось, и дальше продолжается видео. То есть он как бы сделал фото из фрагмента вашего видео. Этот фрагмент вы также можете редактировать, соответственно, удлиняя, укорачивая его по вашему желанию. Либо можете его также удалить, нажав клавишу Delete. Есть также интересная функция переворот, то есть она означает, что данный фрагмент видео будет проигрываться наоборот. То есть мы его применим, происходит процесс обработки, и наш клип теперь будет проигрываться в обратном порядке. Следующая функция, мы можем быстро отразить наше видео. То есть здесь у нас, допустим, лампа находится слева. Мы хотим изменить это, нажимаем сюда, и, соответственно, зеркально происходит отображение нашего футажа. Также вы можете быстро повернуть ваше изображение. По умолчанию вращается на 90 градусов, но вы можете еще дополнительно подкорректировать угол поворота, потянув за вот этот значок. Следующий важный инструмент, который находится здесь же на этой панели, это кадрирование. То есть кадрирование позволяет выбрать именно определенную его область. Допустим, вот так мы хотим скадрировать, нажимаем «Подтвердить», мы как бы укрупнили наш кадр, то есть у нас так вот было, и вот так вот стало, он стал более крупным. На этой же панели есть функция озвучки, то есть вы можете нажать и, соответственно, записывать свой закадровый голос. Нажмете «Старт», пошел отсчет обратный, снизу вы видите, что у вас появляется озвучка этого кадра. Вот видите, я говорю, и появляется вот такая звуковая дорожка. И останавливаете. Дальше у нас идет значок магнит, так называемый. То есть видите, когда мы добавляем футажи на наш таймлайн, он автоматически примагничивается к предыдущему футажу. Но иногда нам нужно сохранить промежутки между футажами, чтобы добавить, допустим, другие футажи, либо поставить вот этот фрагмент видео на определенное время на нашей таймлинии. Тогда мы можем отключить эту функцию, и примагничиваться футаж не будет. Можно поставить в любое место, и, соответственно, все футажи можно перемещать в любое место. Теперь немножко обратите внимание на плеер. Во-первых, интерфейс так сделан удобно, что вы можете менять расположение либо размер его элементов. Подводите сюда до появления двойной стрелки и можете изменять размер. То есть сделать больше, либо меньше какую-либо область. Далее, при выборе какого-либо футажа у вас появляется дополнительное меню для работы с этим фрагментом. То есть здесь мы видим масштаб, по умолчанию он стоит 100%, но вы можете изменять масштаб вашего изображения. То есть либо потянув за этот ползунок, либо вписав сюда процентное соотношение. Дальше мы видим такую функцию, как удалить фон. Она нужна в основном для того, чтобы вырезать силуэты людей. Если мы выберем автоудаление, то он автоматически удалит все, кроме человека в кадре. И довольно хорошо он это определяет, особенно если фигура в кадре контрастная, допустим, темный силуэт на светлом фоне, либо наоборот светлый силуэт на темном фоне, то он довольно хорошо справляется с этой задачей. Видите, вырезания выполнены, и, соответственно, у нас получилась девушка без фона. Эта функция нужна, когда вам нужно заменить фон, либо разместить, допустим, текстовую надпись за девушкой, ну, либо за другим объектом. Помимо автоматического удаления, также доступно удаление посредством хромакей. Но это хорошо работает с однородным тоном. Давайте добавим для примера вот такой вот контрастный футаж. Нам, соответственно, не нужен зеленый фон, нам нужна только вот эта вот кнопочка подписка. Здесь нам как раз пригодится функция хромакей. Выбираете эту функцию, пипетку, наводите на цвет, который хотите удалить, и он автоматически его удаляет.
То есть, видите, если вы наводите на красный, то он, соответственно, удаляет все, что есть красное в кадре. Если на белый, он удалит все, что белое. Но нам в данном случае нужно удалить зеленый фон. Выбираем его, и здесь меняем интенсивность. Потому что если интенсивность будет минимальная, то, видите, остается зеленоватый оттенок, и по периметру нашей картинки остается тоже зеленый такой квадрат. Соответственно, интенсивность ставим на 100, и теперь у нас вот отдельно получилась такая вот подписка. Используя изменение масштаба, вы можете потянуть за уголки и изменить масштаб вашего этого кадра. Зажав клавиши мышки, вы можете также перемещать данный элемент в любое место. Дальше у нас идет функция маска. То есть она нужна для того, чтобы вырезать все, что находится вокруг этой маски, вокруг выделяемого объекта. Ну, давайте вот на примере. Вот наша кнопка это Subscribe. Мы выбираем маску, допустим, круг. И все, что за пределами этой маски, оно видно не будет. Также можно добавить еще размытие нашей маски. И вот что у нас получается, когда мы применили маску. Следующий инструмент ретушь, он больше подходит для работы, где есть человек в кадре. Обратите внимание, если значок Pro, это значит платные функции, нужно оформлять подписку на приложение. Но, как правило, для монтажа вполне достаточно и тех функций, которые бесплатны. То есть вот вы можете выбрать вручную, поставить здесь галочку. Ну и здесь можно уже там поиграться, добавлять макияж, корректировать цвет лица и так далее. Ну, в общем, можете там сами уже поиграться с этим. Следующая полезная функция при работе с видеофрагментом — это его скорость. По умолчанию скорость видео стоит единица. Если вы хотите видео ускорить, можете увеличить скорость довольно на большое значение, ну, допустим, давайте увеличим 5 раз. Соответственно, у вас длительность, естественно, этого ролика сократилась, потому что скорость мы увеличили. Либо вы можете, наоборот, замедлить скорость. Также есть такая функция, как кривая. Это изменение скорости с заданными параметрами. То есть она ускоряется, замедляется, опять ускоряется. Это хорошо используют для придания динамики вашим роликам. Следующая функция — это анимация. Доступно много тоже разных эффектов. Часть из них платные со значком Pro, мы будем использовать бесплатные. То есть анимация нам нужна для того, чтобы наш кадр появлялся более интересно. Вот, допустим, выбираем скольжение влево, и то есть обратите внимание, здесь есть ввод, вывод, либо комбо. Этот эффект будет применяться на протяжении всего нашего ролика. Но в основном используется это ввод кадра, то есть вот мы применили в данном случае скольжение слева. И также есть вывод, то есть, соответственно, как он у нас будет исчезать. Давайте вот такой. То есть, соответственно, это вот применяется именно к тому кадру, с которым мы работаем на данный момент. Далее мы видим вкладку «Корректировка». Здесь у нас идет работа с цветом в кадре. Здесь есть функция «Автонастройка». То есть вот он автоматически немножко подсветил, тени высветил, сделал более ярким и немного более насыщенную картинку. Интенсивность автонастройки также можно изменять. Либо вы можете спуститься вниз и настраивать вручную. Допустим, если вы промахнулись немножко с балансом белого, у вас там где-то желтит, то вы можете добавить голубых тонов. Либо наоборот, если у вас слишком холодное получилось видео, то можете добавить немножко тепла. Ну, также можете регулировать насыщенность, либо сделать вот полностью убрав насыщенность, вы получаете черно-белую картинку. Ну и далее идут экспозиция, это более контрастную сделать картинку, светлые, темные тона, регулировка, черного, белого. Ну и немножко можете поиграться с резкостью, четкостью, добавить и вот частицы, придать эффект пленки, так скажем, виньетка. В общем, здесь много функций, с которыми вы сможете поиграться. Также вы можете регулировать отдельный цвет, каждый, допустим, красный, регулировать его насыщенность, его яркость и так далее, так вот по каждым цветам, либо работать с кривыми. Также из полезных функций есть стабилизация изображения. То есть мы сейчас выберем футаж, видите, он снят с рук, соответственно, немножко видно тряску. Спускаемся вот где у нас масштаб чуть ниже, видим раздел стабилизация. Выбираем этот раздел, и здесь можно выбрать уровень либо рекомендации, либо минимальный обрез, либо придать максимальную стабильность, но тогда будет максимально обрезан кадр. Давайте попробуем максимально. Видите, то есть получается центральный объект в кадре, получается у нас более стабилен. Это часто помогает исправить сильную тряску в кадре. Следующий момент, который я считаю важно рассмотреть, это работа с вертикальным видео. Если вдруг у вас все футажи, допустим, горизонтальное видео, и ваш проект рассчитан на горизонтальное видео, а у вас какой-то кадр получился вертикальным, но кадр хороший, не хотите его терять, то можно его скадрировать, сделать его горизонтальным. Естественно, мы потеряем большую часть нашего кадра, но при этом мы не потеряем сам кадр, мы сможем его использовать. То есть для этого мы идем в наше кадрирование, выбираем то, что мы используем сейчас 16:9, и выбираем область, которую хотим сохранить из нашего вертикального видео. Выберем лицо девушки крупным планом. То есть получается так мы спасли наш кадр, снятый вертикально.
Если же наоборот, мы, допустим, у нас проект вертикальный, а нам попался горизонтальный кадр, и нам нужно сделать из него вертикальный кадр, то это тоже возможно посредством кадрирования. Также заходим сюда, и здесь уже меняем масштаб на 9:16, то есть вертикальный масштаб, и выбираем наш главный объект в кадре. И проект меняем на 9:16. И тогда у нас получается оба футажа вертикальных. Это также полезно, когда вы, допустим, сняли длинный ролик, смонтировали его, он у вас в горизонтальном формате, а вы хотите его в дальнейшем нарезать на отдельные шорты. Как раз эта функция к вам пригодится. То есть вы, опять же, заходите, изменяете соотношение сторон проекта на 9:16, и вот у вас получается уже готовый фрагмент для видео Shorts. Также важной особенностью является возможность добавления ключевых кадров. Покажу это на примере масштаба. Мы выбираем какой-то фрагмент, ставим туда наш курсор и видим в правом поле масштаб у нас стоит 100%. Вот эти ромбики это как раз добавление ключевых кадров. То есть если мы добавим здесь ключевой кадр, то в этом месте у нас сохранится масштаб 100%. Далее мы переходим немного вперед, перетаскиваем наш курсор вертикальный и ставим масштаб, допустим, 115%. Добавляем также ключевой кадр. Теперь смотрим, что у нас получается. То есть, видите, увеличивается масштаб постепенно и плавно. Этот параметр также можно добавлять, допустим, при изменении настроек насыщенности. То есть у нас насыщенность сейчас 0, добавляем ключевой кадр, чтобы зафиксировать эту насыщенность. Переходим вперед, выбираем насыщенность, ставим ключевой кадр, смотрим, что у нас получается. То есть, видите, постепенно кадр становится черно-белым. Давайте посмотрим функции, которые у нас есть в левой части экрана. Одна из наиболее важных, это, конечно же, текст. Выбираем эту вкладку и видим множество шаблонов. Вы можете взять шаблон по умолчанию, перетаскиваем его на таймлинию. Когда мы выбираем текст, который мы добавили, соответственно, здесь мы можем печатать, менять текст. Можем выбирать шрифт. На самом кадре вы можете менять масштаб. То есть вы можете менять размер шрифта здесь. Но я думаю, удобнее менять его прямо на экране. И также вы можете, зажав левой кнопкой, перетаскивать по экрану, чтобы расположить ваш текст. Можно менять цвет текста, можно опять же добавлять ключевые кадры, как мы с вами уже разбирали. То есть делаете масштаб, допустим, такой, ставите ключевой кадр, перемещаетесь куда вам нужно, увеличиваете масштаб, добавляется ключевой кадр, и получается у нас плавное увеличение текста. Также здесь есть всякие стандартные эффекты типа обводка. Можете добавить фон, изменить прозрачность этого фона, добавить скругление нашей подложки для фона. Даже есть такая функция, как сияние. Также можно менять цвет этого сияния, интенсивность и так далее, добавлять тени. И плюс есть еще шаблоны, которые вы можете использовать, чтобы автоматически применить некоторые эффекты. И также есть анимация. То есть можно добавить анимацию как на появление текста, допустим, вот такая, так и на вывод текста. То есть, когда вы заканчиваете текстовый фрагмент, тот отрезок клипа, где вы используете текст, то можно вывести его, соответственно, тоже с каким-нибудь эффектом. Интересной особенностью CapCut является то, что он умеет создавать автоматические субтитры. То есть, нажимаете автоматические субтитры, если, допустим, у вас видеоролик с текстом, ну, вы там что-то говорите, либо вы делали дополнительную озвучку, то вы можете нажать «Создать», он автоматически распознает вашу речь и преобразует ее вот в текст. То есть у вас появятся субтитры сверху, которые вы также сможете в дальнейшем редактировать. Дальше идет раздел стикеров. Здесь их также есть огромное количество. Разные стикеры, которые вы можете добавлять, так же, собственно, как и текст. То есть просто берете, перетаскиваете его на наш таймлайн. И здесь также можно менять его размер, вращать и так далее. И тоже обратите внимание, что он добавляется на отдельную, соответственно, дорожку вот для стикеров. Давайте сейчас добавим еще один футаж на нашу таймлинию. И, скажем так, на практике применим удаление фона. И давайте добавим еще один футаж, вот, например, вот такой. То есть, соответственно, при добавлении футажа на последующую видеодорожку, он перекрывает все нижние дорожки. Но мы, допустим, хотим использовать вот эту вот диаграмму вот с этим нашим замком. Что можем сделать? Мы можем удалить фон, выбираем футаж, соответственно, выбираем функцию «Удалить фон», выбираем функцию «Хромакей», выбираем пипетку, выбираем цвет, который хотим удалить, выбираем интенсивность, делаем ее чуть меньше, потому что не очень контрастный цвет с белым, допустим. Видите, если максимально делать, то тогда все элементы у нас пропадают. Мы делаем интенсивность небольшую, допустим, вот такую, и уменьшаем, насколько нам нужно. Чтобы придать динамике, есть такая интересная функция отслеживания. То есть вот мы выбрали футаж, смотрим сверху, функция отслеживания. Выбираем эту функцию. Здесь нам предлагает привязать к какому-нибудь объекту наш футаж. Ну, допустим, вот здесь к этой башне замка привяжем. Размещаем, где нам нужно оставить нашу вот эту диаграмму и нажимаем «Начать». Программа просчитывает отслеживание движения и сообщает нам, что отслеживание завершено. Теперь смотрим, что у нас получается.
Видите, диаграмма, вот этот график теперь следует у нас за объектом, что придает видео больше динамики. Теперь посмотрим, какие эффекты есть в CapCut. Здесь предлагаются различные эффекты для видео. Также можно, как и стикеры, выбирать группы эффектов. Давайте посмотрим вот раздел видеоблок, например. Здесь есть такие вот рамки. Чтобы применить эффект, также выбираем его и перетягиваем на таймлайн. Опять же, он помещается на отдельную дорожку. И у нас получается вот такая вот рамка. Эффект можно, длительность эффекта, соответственно, растянуть хоть на все видео. То есть вы применяете его не только к одному вашему футажу, но также можете растянуть его хоть на все видео. Конечно же, в CapCut есть и переходы, которые вы можете использовать для вот в таких местах, для склеек между двумя разными футажами. Особенно это актуально, если у вас сильно меняется тема видео. Допустим, как здесь. Здесь у нас идет какое-то интервью, а потом у нас замок. Соответственно, чтобы не было такого резкого скачка между сменяющимися темами, можно использовать переходы. Чтобы использовать переход, также выбрав его, перетянуть, и нужно его поставить между вот этих двух кадров, соответственно. И вот получается такой у нас переход. Длительность перехода можно увеличивать, либо уменьшать. И помимо переходов есть также фильтры. Фильтры, которые вы можете применять, опять же, к вашим видео. Здесь тоже есть довольно большая библиотека. То есть этот фильтр будет автоматически окрашивать ваше видео, придавая ему определенную атмосферу. Давайте возьмем вот этот фильтр. И можно изменить его интенсивность. Также, если какой-то из эффектов вам не нужен или вас не устраивает, вы можете всегда его выделить и удалить с вашей тайм-линии. Следующей полезной особенностью CapCut является то, что вы прямо в нем можете найти нужные вам либо фотоматериалы, либо видеоматериалы. Здесь вам нужно выбрать вкладку «Импортировать», которую вы добавили футажи в проект. Они во вкладке находятся верхней «Импортировать», но вы можете перейти на вкладку «Стоковые материалы», и здесь будет множество различных футажей по вашему запросу. Допустим, давайте тоже найдем замок. И вот вам предлагается множество вариантов. Здесь вы можете выбрать, допустим, вас интересует только видео, вам будет предлагаться видео, либо вы можете выбрать только фото. Тогда вам будет предлагаться только фото того, что вы ищете. То же самое касается и звуков. Выбираем вкладку «Звук», и здесь у вас предлагается различная музыка, либо звуковые эффекты. То есть это вот эти вот звуки всякие переходов, там, вжухи и так далее. Чтобы применить его на вашем клипе, соответственно, тоже выбираем нужный и перетаскиваем на таймлайн. Также и музыку, которую хотите использовать, выбираете, перетаскиваете на таймлайн. Что касается работы со звуком, здесь также у него есть различные настройки. В первую очередь, конечно же, вы можете менять громкость. Затемнение осветления — это означает плавное вступление и плавное завершение, допустим, музыки. Если вы записывали голос с вашего микрофона, вы можете воспользоваться функцией «Уменьшить шум». И также обратите внимание, что музыка у нас громковата, то есть вот эти оранжевые значения показывают, что в этих местах слишком громкий звук. Вы можете воспользоваться функцией «Нормализация громкости». Тогда ваша музыка, либо закадровый голос приведется к одному уровню. После того, как вы закончили монтаж вашего ролика, его нужно экспортировать, то есть перевести в видеоформат. Для этого выбираем кнопку «Экспорт». Здесь нам предлагается выбрать качество, параметры битрейта, частоту кадров, а также место, куда вы будете сохранять свой проект, и название. То есть название изменяете, как вам будет удобно. Экспорт, здесь вы выбираете место сохранения файла, допустим, это будет рабочий стол. Далее выбираете разрешение, допустим, выберем HD качество. Битрейт можно ставить рекомендации, рекомендованный, кодек H264 по умолчанию и формат MP4. Здесь он вам показывает продолжительность вашего проекта и также приблизительный размер экспортируемого видеофайла. И нажимаете «Экспорт». В зависимости от размера вашего проекта, соответственно, будет увеличиваться и время экспорта видео. Так наш ролик сохранен. CapCut предлагает сразу поделиться им. И все проекты в CapCut автоматически сохраняются. Сверху у вас написано «Автосохранение» и время. Теперь можно закрывать программу. И вот наш видеофайл, который мы с вами сохранили. Теперь его можно будет использовать. Ну а если вы после просмотра своего ролика решили что-то подправить, то вы можете опять же открыть CapCut, найти свой последний сохраненный проект, нажимаете его, и вот он у вас загружается вместе со всеми добавленными видео, эффектами и так далее. То есть вы его дальше можете подправить и заново потом экспортировать. Итак, сегодня мы познакомились с вами с программой CapCut, с основными принципами работы в ней. Спасибо за внимание и до новых встреч в новых роликах.